Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 3 по 9 июня. Конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мои дорогие Овны, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все равно получите. В нашем еженедельном Таро-прогнозе мы зададим самые главные вопросы, как направление, энергии узнаем, какие будут господствовать, по мнению карт Таро, для вас, мои дорогие Овны. И первая карта, что важно знать. Может быть, это как сфера жизни, чем вам придется заниматься, уделять внимание больше. Чего не избежать? Неожиданности. Как видят карты, чему сейчас не время или что вам может помешать, мои дорогие? А что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Вот такую карту достанем. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес. Энергия денег на эту неделю с 3 по 9 июня. И как видят карты, личную жизнь. Что же для вас будет важно? Вот вы в таких энергиях, тельцовских, я бы сказала. Это тот знак, который расположен рядом с вами. И, надо сказать, как раз недавно у нас Юпитер, получается, на этой неделе, 27 числа, он выходит из знака Тельца и переходит в Близнецы. И для вас это более позитивное время. Может быть, был какой-то консерватизм или что-то так растягивалось, становилось на паузу или не хватало драйва. Но хотя, с другой-то стороны, нам придется учитывать какие-то вопросы, скорее всего, с учетом вашей финансовой независимости или ваших каких-то планов. Может быть, для кого-то бизнес, который нужно, как мы говорим, раскрутить. Или нужно, чтобы он принес больше дохода. Или, в принципе, вопросы вашего творчества, когда вы тоже хотите что-то скреативить и потом получить доход. С другой стороны, это могут быть вопросы семьи, когда вы можете улучшать свои жилищные условия или просто делать жилье более комфортным, или решать вопросы по работе. Вот, наверное, все то, что входит в значение благополучия, идет по этой карте. Хотя, может быть, и конкретный человек, это я так в шутке начала, телец, потому что, да, тут планетарное как бы событие. Но это может быть действительно человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Это к Тельцу у нас еще Дева, Козерог. Или имеет там асцендент, или, мои дорогие, даже по Луне. А может быть, это вы сами. Вообще, это карта стабильности, и которая не предвещает каких-то сюрпризов со знаком минус. Тут наоборот. Все нас где-то больше радует. Или постепенно наши дела идут на подъем. Нам не говорят, что быстро тут что-то прямо закрутится. Но прогресс очевиден. Неожиданности. Но в неожиданностях еще много неопределенности. Карта Луна. Мои дорогие девочки, у кого-то, я жду ребенка, вот такой может быть вам момент. Карта Луна в хорошем плане проигрывается как раз, я как уже сказала, дела домашние, дела семейные, дела личных отношений. Это карта чувственности, безусловно, интуиции. И вам где-то советуют, прислушайся к своему шестому чувству, скорее будет давать какие-то правильные подсказки. Или вы даже можете заметить, что в вашей жизни происходят такие дела, обстоятельства, события, когда вы это где-то уже предусматривали. Но, может быть, тогда себе не поверили. У вас постепенно будет, мои дорогие Овны, интуиция работать еще более продуктивно. Если вы прежде, даже если думали, что это что-то там несерьезное, но, наверное, на последующие пару лет вы как раз можете изменить свое мнение, исходя из того, что много совпадений, и мы можем во что-то не верить, но понимаем, что, правда, тут что-либо, как назовите это, высшие силы, ангелы небесные, дают нам подсказку. Поэтому интуиция, ведь так вот, если переложить на материальные рельсы, что такое интуиция? Это интеллект и наш предыдущий опыт. И наше сознание выдает какую-то готовую информацию. Вот разные могут быть конфигурации, но
О чем говорит карта? Все-таки она выпадает в значении неожиданности. Если вы куда-то отправляетесь, не торопитесь, не действуйте по шаблону. Все же, когда Луна, это хорошо, когда мы дома или занимаемся, как я уже сказала, делами семьи, дома и так далее. Но если мы буквально что-то вы как работаете с, допустим, с электрорежущим инструментом, будьте аккуратны. Или вы отправляетесь в путешествие, значит, тоже будьте внимательны, кто вас окружает, что, какая обстановка в целом. Или когда вы отправляетесь в местность, где вы находитесь первый раз, по этой карте не рекомендуют находиться в толпе. Есть значение «меня несет толпа». И если правда, волю судьбы, вы в толпе, то толпа бежит направо, а вам, мои дорогие, налево. Вот самосохранение, вот об этом нам говорит карта. Есть какой-то нюанс, который мы не можем предусмотреть. Чему сейчас не время? Но и с другой стороны, что-то искусственно ставить на паузу. Или, ну, может быть, по этой карте, как надеяться на его величество случай. Мы сказали, карта неспешная, королева Пентаклей. Но, может быть, вам захочется по тому или иному вопросу, по которому вы пока не знаете, как его разрешить. И вам просто захочется остановиться и дождаться более удобного момента. А карта нам говорит нет. Тогда скорее лучше собирать информацию, продуктивно работать над этим вопросом. Что я имею в виду под словом «продуктивно»? Искать разношерстную какую-то информацию. Может быть, она будет походить где-то, ну, как сбором мнения. Но это не значит, что мы делаем выводы. А, возможно, вам нужно определиться по поводу, к примеру, если вы собираетесь переходить на работу в другую организацию, значит, собрать справки о конкретной работе, о работодателе, или собрать справки о конкретном человеке, или выяснить, как это дело или вопрос будет согласовываться с законом, как этот закон работает в отношении меня. Да, мы не торопимся, мы сами себя страхуем на этой неделе от начала до конца. Но это не значит пауза, я подожду. А нет, вот работа с информацией. И, кстати, вы можете узнать с учетом карты умеренности и Луна. Совершенно неожиданно какую-то новость. Вот тоже и такое может быть. И для кого-то из вас это будет отправной пункт к тому, чтобы еще какую-то информацию добыть. Будьте внимательны. Что же вам будет помогать? Вам может помогать любимый человек. Я так надеюсь, что большинство из вас как раз личная жизнь это будет в центре вашего внимания или обустройство вашего дома, наведение порядка, уюта, может быть, или важные разговоры, признание в любви, встречи, свидания, подарки, глубокие разговоры на разные темы, на откровенность, на чистоту. Вот это все помогает. Поэтому, если что-то непонятно, лучше это проговорить. Не додумывать самому или не ждать, пока там, ну, какое-то его величество, счастливый случай придет. Хотя это на вас совершенно не похоже. Но мы ведь тоже все разные. А как раз задушевные беседы это помогает. Это карта любви, взаимопонимания и искренних отношений. Это все то, что помогает. Хотя дуальность по этой карте у кого-то по бизнесу, по делам есть конкретный человек, который вам помогает. И тогда вы сумеете для себя либо вопросы какие-то прояснить, либо заручиться поддержкой. Вот такой момент тоже может быть. Что скрыто? Новые возможности. Именно новые. Туз Пентаклей. Это может быть как действительно новость, или какое-то предложение, или вдруг как оказия. Есть возможность что-либо обустроить именно теперь. Возможно, это сейчас в позиции скрыто. Есть смысл продолжать тот проект, который пока вам не приносит должного финансового удовлетворения. Мы пока не видим, вот с учетом этой карты, как дальше разовьются события. Сейчас еще пока непонятно. Для кого-то по этой карте это может быть ваш план, проект, какая-то стратегия, которую вы в принципе можете рассматривать как один из вариантов. Может быть сработает, может быть нет. И тут в любой сфере жизни. И вы знаете, правда, есть смысл что-либо словом продолжать, потому что то зерно, которое мы сеем, как будто теперь, потом в последующем даст хорошие всходы. Но тут никто от вас ничего не вскрывает. Это вам нужно скорее быть внимательным подсказкам души, подсказкам интуиции и все то, что я говорила по карте Луна.
Тут, правда, могут быть такие жизненные метаморфозы, когда вы предполагаете и потом получаете как раз вашу задумку как реализацию в жизни. И королева-то Пентакли, она у нас тем и отличается, что из какого-то хаоса она может создать порядок. Или она... Это ведь творчество тоже где-то карта, потому что творчество свойственно королеве Пентаклей. Она умеет сделать сказку былью. Она сначала это продумывает, а потом реализует на практике. Вот что-то такое, одна карта под другой у вас легла, и правда какой-то ваш план, как и осуществится, так и принесет финансовые дивиденды, ну или деньги конкретно. Дела, работы, бизнес. Может быть, как и путешествие, у кого-то смена работы, у кого-то смена направлений в деятельности. Здесь вам вообще захочется больше, может быть, драйва или как-то поменять. По этой карте, это карта мужества в первую очередь, которая очень вам свойственна. И пусть это шестерка мечей, но это карта заслуженного успеха. И нам говорит карта, если у тебя хватает мужества идти вперед, то какой-то твой план получится наверняка. Нам не говорят на этой неделе. Можно свести эту карту к той фразе, которую я очень люблю и часто ее повторяю: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Финансы. Финансы, мои дорогие, что может быть лучше? Вообще любая 6 – это своеобразная победа. Если по нумерологии взять, вся наша активность происходит в 6 стадий. И 6-я заключительное завершение или как победа. Почему в картах Таро 6 как раз ознаменует какой-то итог. Здесь у вас итог финансовый, значит получение денег конкретно. Если денег нет совсем, все же меня смотрят люди из разных стран, с разными жизненными ситуациями. Мои дорогие, вам кто-то придет на помощь. Вы можете как минимум одного человека есть в вашем окружении, который готов вам посодействовать. Но все же больше карта говорит о том, что вы получаете деньги. И эта карта еще напоминает: помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. И не предусматривает эта карта, хоть и говорят, деньги будут, что мы кому-то даем в долг. Долг могут либо не вернуть, либо с опозданием, а деньги понадобятся самим. Иногда по шестерке Пентаклей как помощь высших сил. И не случайно, обратите внимание, в этой колоде карт и конкретно на карте Пентаклей как будто лемниската, восьмерка, обрисовывает, соединяет. И они вращаются внутри ее, и не должно быть какого-то просчета по финансам. Будьте внимательны. Но вот по королеве Пентаклей она умеет все просчитать. Для вас финансовый вопрос сейчас, в активной какой-то фазе находится. И когда хоть и деньги есть, но, видимо, либо в последующем обстоятельства будут как-то по-своему у каждого развиваться, и будут какие-то возможности, может быть, по части смены работы или продолжения какого-то проекта. Я к тому, что для кого-то вполне вероятно придется отправиться на курсы, к примеру, что-то изучать, а для кого-то вкладываться в ваше творчество, смотря чем вы занимаетесь. Или, может быть, для вас самих будет нужна какая-то сумма, но, повторяюсь, тут больше на сохранение денег, хотя деньги есть. И в личной жизни паш чаш, хорошее настроение, где-то воодушевление, эмоции могут бить через край, правда. Про любовь нам говорят, но в то же время карта напоминает: будьте реалистом. Там, где не нужно примешивать даже приятных эмоций в вопросах денег, посмотрите, у вас 2 шестерки, или пусть это касается вашей работы, вашего продвижения, вашего бизнеса, амбициозных планов, вам придется совмещать. Как будто вот эти 3 ипостаси: личная жизнь, любовь, деньги и ваши достижения. Всему свое время. Может быть, вам придется какой-то план даже создать, чтобы соединить вот эти 3 части. Здесь о чем нам говорят вот эти все карты? Не должно быть одно в ущерб другому. У вас сейчас достаточно сильная позиция. И поэтому, вот как королева Пентаклей, энергетика этой карты, она умеет распределить свое время, свои силы. Уделить внимание как и своим близким, своей семье, так и еще одновременно уделить своему хобби, может быть, творчеству или развитию личного проекта. Что-то по финансам подумать. Вот и для вас сейчас, на этой неделе, мои дорогие овны, все важно. Вообще приятная, спокойная относительно неделя. Хотя с учетом карты Луна, конечно, у каждого могут быть нюансы. Но в целом для большинства
спокойно позитивное время. Время, когда мы можем насладиться общением друг с другом, с любимым человеком, я имею в виду. А для тех, кто один или одна, мои дорогие, вполне вероятно, на этой неделе, кто знает, может быть, вы познакомитесь с кем-то. Или вас пригласят на свидание. Такое тоже может быть. Вы люди интересные, видные и где-то харизматичные. Это цепляет окружающих. И поэтому для кого-то может быть и новое знакомство. Понятно, что не для всех, у каждого своя жизненная составляющая. Но как вариант, все-таки любовь вам помогает. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.